Это ж так много у вас всего. Мгм. Жировой гепатоз, камни в желчном пузыре, рефлюкс, панкреатит. Есть очень хорошие три травы, которые могут полностью устранить панкреатит, убрать камни в желчном пузыре, устранить гастрорефлюксную болезнь. Эти три травы называются так: бессмертник. Второе растение, вернее лекарственное, называется железняк. И третье — хвощ или корень хвоща или хвоща. Используя три растения: корень хвоща, железняк и бессмертник полевой, объединив эти три растения между собой в равных пропорциях, предварительно измельчив их до порошка и заваривая 1 столовая ложка на стакан воды, чередуя это с с ограничением себя в пище, так чтобы быть впроголодь и принимать по 1 стакану 3-4 раза в день вот этого состава, можно избавиться и от камней в желчном пузыре, и от гастрорефлюкса, и от панкреатита в комплексе. Наши препараты, которые я рекомендую принимать: первое — мумиё. Мумиё поможет избавиться от панкреатита. Второй препарат — панкрисорб. Третий препарат — железняк, который поможет восстановить желудок и устранит гастрорефлюксное заболевание. Диабет второго типа. Инсулин сильно превышен. Когда инсулин сильно превышен, но сахар или глюкоза правильно остается в норме, это говорит о том, что вы болеете заболеванием ожирения и у вас находится увеличенное жировое отложение. Увеличенное жировое отложение необходимо лечить с помощью, если очень сильно повышен, то эндокринолог должен вам назначить препарат. Я хочу вам сказать, что вам необходимо принимать препарат медицинский, и с него необходимо начинать свое лечение. Данный препарат называется метформин. В дозировке 500 мг. Принимайте его перед каждым приемом пищи до 4 раз в день. Не стоит бояться, если первое время в ходе применения данного препарата у вас появится диарея, не стоит переживать и бояться этого. Скорее всего, диарея после 4-5 дней приема препарата исчезнет. В случае, если у вас стабильная хроническая диарея, о чем это говорит? Это говорит о том, что у вас превышено количество инсулина в жировой клетчатке, и вам необходимо устранять. Также для вас очень рекомендуем голод. Вы должны говорить себе: я голодаю, а в тот момент, когда вы голодаете, у вас выделяется инсулин, который находится в жировом отложении. И этот инсулин начинает снижать глюкозу. Глюкоза, снижаясь, заставляет вас чувствовать состояние голода. Именно поэтому единственная способность для вас устранить возможности дальнейшего ожирения и единственная способность устранить те все заболевания, о которых вы написали ранее, это голодать. Сцепив зубы и говорить себе, когда вы хотите кушать, говорить себе: я не буду есть, потому что в этот момент у меня расщепляются жиры. Также для того, чтобы жиры расщеплялись более активно, а глюкоза не заставляла вас терпеть невообразимый мучащий голод, просто какой-то безумный голод, я рекомендую в то время, когда вы испытываете состояние голода, принимать как можно больше количества теплой или даже горячей воды. Дело в том, что горячая или теплая вода имеет одну уникальную способность. Это способность утолять у человека голод. И это связано с тем, что горячая или теплая вода, она повышает в небольшом количестве глюкозу в крови. Именно поэтому, если инсулин выделяется из жировой клетчатки и в этот момент начинает снижать глюкозу, то есть фактически вы худеете в этот момент, устраняя свой жир, вы очень хотите в этот момент кушать, особенно что-то сладкое или жирное. В этот момент вам необходимо что-то делать. Я рекомендую в этот момент выпивать 1 стакан или 2 стакана теплого или даже горячей воды, кипяченой прям с чайника. Это улучшит состояние расщепления жиров, уменьшит ваш аппетит и улучшит самочувствие. Также я рекомендую вам специально посмотреть мой вебинар, который выложен на моем канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты» в YouTube.
посмотреть мой семинар, который называется «Инсулинорезистентность», и послушать еще раз все симптомы, которые возникают у человека, у которого развивается сахарный диабет второго типа. По моему мнению, все заболевания человека и человечества на сегодняшний день развиваются вокруг заболевания сахарный диабет второго типа. И эндокринологические изменения, в том числе заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, холестерин высокий, заболевания сосудов, заболевания вен и так далее. Это все связано с набором избыточного веса, общим ожирением, общей инсулинорезистентностью, общим накоплением инсулина в жировой клетчатке и так далее. Какой прогноз? Я там говорю о прогнозах неутешительных и исследованиях, которые в свое время проводились врачами по всему миру. Это исследования, которые доказали, что в большинстве своем сахарный диабет второго типа приводит человека к тому, что происходит нарушение. Следующее. Первое. Сердечно-сосудистая деятельность, гипертензия или гипертоническое заболевание, гипертоническая болезнь. Второе, стенозы всевозможные. Третье, артериосклерозы, артеросклероз. Далее, заболевания позвоночника, заболевания нервной системы, заболевания нервных тканей, неврозы, заболевания сетчатки, глаукома, катаракта, макулодистрофия. Это все симптомы сахарного диабета второго типа. Заболевания жировой гепатоз печени, заболевания кисты печени, заболевания кисты Бейкера, это заболевания сосудов, ну и так далее. Вот эти все заболевания, это все следствие нашей инсулинорезистентности. Ну и, конечно, вы дальше будете писать щитовидная железа, большой узел. Будете бороться с инсулинорезистентностью, уйдет проблема щитовидной